После долгого дня на скачках Томас Рид, молодой ковбой 23 лет, чинил седло у загона ипподрома в штате Вайоминг. Когда он поднял голову, перед ним стояла женщина, которую невозможно было не заметить. Марта Винчестер, 42-летняя вдова, хозяйка одной из крупнейших ферм во всем округе. Ее массивная фигура, дорогие платья, уверенный взгляд и хриплый смех были известны каждому, кто когда-либо бывал на ярмарках или торгах. Его всегда поражало, как она держится. Мощная, громкая, прямая, словно сама земля разговаривала человеческим голосом. И сегодня она изучала его так, будто пришла за чем-то определенным. Томас привык быть незаметным. Рабочий. Солнечные ожоги, мозоли, жизнь в сарае. Но взгляд Марты был другим, оценивающим, внимательным, почти деловым. И задачи она не скрывала. Ей нужен был человек на ферме Винчестер. Но не просто работник. Она говорила о своем хозяйстве так, будто там кипела война. 200 голов скота, 30 лошадей, стареющий управляющий, земля, которую хотел захватить соседний фермер Сэмюэл Салливан, и бесконечные хлопоты, которые она больше не могла тащить в одиночку. Марта сказала, что слишком много лет провела среди людей, которые хотели от нее только земли или денег. И она искала не просто помощника, партнера, человека, которому можно доверять хозяйство, дом и саму себя. Томас слушал молча, пораженный прямотой ее слов. Она была старше, крупнее, громче, полной противоположностью девушек, которых он знал. Но в ней была сила, от которой невозможно было отвести взгляд. И когда она предложила ему работу, жилье и долю в будущем хозяйстве, он понял, что перед ним шанс, который бывает раз в жизни. Он согласился. Ферма Винчестер оказалась больше, чем он представлял. Дом огромным, конюшня идеальными, поля бесконечными. Соседи смотрели с подозрением, а работники — с любопытством. Никто не понимал, зачем вдове нужен такой молодой ковбой. Но Марта знала. Она видела в Томасе не наемника, человека, который мог бы взять на себя тяжелую работу так же уверенно, как она когда-то брала на себя управление фермой. Первые месяцы стали испытанием. Томас работал до темноты, зашивал порванные заборы, спасал лошадей от ночной бури, решал споры между рабочими. Марта, в свою очередь, держала его в тонусе, требовательная, строгая, но честная. Она не терпела слабости и с удовольствием бросала вызовы, в которых он отчаянно хотел победить. И чем больше времени они проводили рядом, тем сильнее росло странное, неизбежное притяжение. Они не говорили об этом вслух. Не было признаний, объятий, нежных фраз. Только взгляды, в которых было больше смысла, чем в словах. Уважение, осторожный интерес и что-то теплое, упрямое, растущее. Однажды, после особенно тяжелого дня, они стояли у загона, наблюдая, как солнце опускается за холмы. Марта, крупная, усталая, но гордая. Томас, обожженный солнцем, запыленный, но уверенный. Тогда она спросила: «Ты справишься с моей землей, Томас? С моей фермерской жизнью? Со всем, что рядом со мной идет в комплекте?» Она не уточнила, что входит в комплект. Ему не нужно было объяснений. Он посмотрел ей прямо в глаза. «Справлюсь, если рядом будешь ты». И впервые за долгие годы Марта Винчестер не рассмеялась громко и не сделала язвительный комментарий. Она лишь кивнула, коротко, серьезно, принимая его ответ так, будто подписывала договор судьбы.